Привет, друзья! Меня зовут Владимир. Добро пожаловать в мир Мастернод. Сегодня у нас на повестке дня проект Бирок. Поговорим о том, какая идея лежит в его основе, протестируем их продукт, внимательно проанализируем саму монетку Бирок. Ну и в финале постараемся ответить на вопрос, а стоит ли вообще нам инвестировать свои средства в мастерноду Бирок или разумнее будет обойти ее стороной? Я думаю, что обзор получится большой, обстоятельный, поэтому если вас интересуют какие-то конкретные моменты, то внизу в описании я оставлю тайм-коды. Ну а теперь усаживайтесь поудобнее и давайте начнем. Чтобы понять, что такое Бирок и чем он занимается, нужно обратить внимание на две взаимосвязанных вещи. Это их продукт и услуга. Главным продуктом проекта является криптовалютная биржа. Ее мы обсудим чуть-чуть попозже, а вот об услуге поговорим прямо сейчас. Представьте, что вы SEO небольшого криптопроекта. У вас есть своя монета, продукт, команда, а также некая аудитория, на которую вы вещаете. Как SEO вы заинтересованы в том, чтобы иметь высокий доход, ибо это позволит динамично развивать ваш проект, а также в том, чтобы о вашей монете знало как можно большее число людей, чтобы она торговалась на различных рынках, имела высокий объем и прочее. Как Бирок решает эти задачи? Они создают для вас собственную биржу с уникальным дизайном, с возможностью регулировать торговые комиссии и с возможностью листить активы, которые вы посчитаете нужным. Тут же важно отметить, что вы получаете не изолированную биржу, которую надо брать и развивать с нуля. Она сразу изначально входит в общую экосистему Бирок, и пользователи, которые регистрируются на такой бирже и начинают торговать, они получают доступ ко всем торгам и ко всем ордерам, которые присутствуют в общей экосистеме Бирок. Теперь о преимуществах, которые получает каждая из сторон. Для клиентов это готовая биржа, для создания которой не нужно тратить ни времени, ни навыков. Это дополнительный доход, так как владелец биржи получает часть от комиссии, а значит, он напрямую заинтересован в том, чтобы эту биржу продвигать. И, наконец, это неплохая возможность для того, чтобы залистить свою собственную монету, залистить ее бесплатно, тем самым обеспечив ей дополнительную ликвидность. Плюсы для Бирок. Первое – это заработок. Они получают деньги за создание биржи, за ее обслуживание. Также они берут часть от торговых комиссий и, конечно, они получают свой доход за листинг новых монет. Второй жирный плюс – расширение аудитории. Это значит, что каждый новый пользователь, зарегистрировавшийся на какой-либо из этих бирж, автоматически становится участником общей сети Бирок. Глобальная цель Бирок состоит в том, чтобы за счет этой большой биржевой сети решить проблему ликвидности на крипторынке и в нашей индустрии мастернод в частности, где монеты зачастую размазаны по множеству бирж и демонстрируют очень низкий объем торгов. Хорошо, теперь давайте посмотрим на сам продукт, это Бирок Exchange, и на парочку их партнеров, их клиентов, это биржи проектов Midas и S-ноды. Первое, что мне бросается в глаза, это практически полная идентичность по дизайну. Если они чем-то различаются, это исключительно логотипом и в некоторой степени цветовой гаммой. То есть в остальном это полностью одинаковые площадки. Следующий момент – это торговые комиссии, немаловажный момент для трейдеров. Вообще владельцы бирж имеют право самостоятельно регулировать этот аспект, но сейчас все пользуются единой ставкой, это 0,15% от сделки. В самой бирже нет каких-то удивительных моментов, по своей структуре она достаточно проста. А по дизайну мне это все напоминает, симбиоз таких площадок, как CryptoBridge и CoinExchange. Проблема ликвидности, о которой я уже выше упоминал, к сожалению, на данный момент практически не решена. Объемы на бирже низкие, это примерно 15 битков в сутки. И по количеству активов здесь торгуется около 20 монет. Поправку можно сделать на то, что биржа и вообще вся экосистема работает не так давно. Если судить по графику монетки BIR, это конец 2018 года, начало 2019, то есть несколько месяцев, и я думаю, у них еще будет шанс
побороться за лидирующие места в этом секторе и проявить свой потенциал. Учитывая, что за эти несколько месяцев работы они уже сделали биржи для 6 клиентов и постоянно занимаются листингом новых монеток. Я часто говорю о том, что для успеха монета должна обладать конкретными use-кейсами и реальными способами применения. Давайте посмотрим, как на этом фронте обстоят дела у BIR. Первая значимая роль монеты BIR – это платежное средство в сделках между заказчиками бирж и непосредственно самой командой бирок. То есть те проекты, которых заинтересовала данная услуга, должны отправиться на биржу, где торгуется BIR, выкупить необходимое количество монет, и только так они смогут эту услугу оплатить. Следующий момент – это доход с биржевых комиссий. Как именно он распределяется? В конце каждого месяца все монетки, которые накапали разработчикам в качестве комиссии, сначала конвертируются в биткоин, затем за этот биткоин покупается BIR, далее одна часть монет отправляется владельцам биржи, другую часть монет команда использует, чтобы оплатить услуги своих сотрудников, и оставшиеся 5-10% от этих доходов отправляются владельцам мастернод, чтобы создавать для инвесторов дополнительную экономическую стимуляцию. Здесь же, говоря о свойствах монеты, я хочу обратить ваше внимание на 3 пункта, которые мне не очень нравятся. Во-первых, как вы, наверное, заметили, почти все use-кейсы направлены скорее на заказчиков бирж, а не на пользователей и инвесторов. То есть таких свойств, которые стимулировали бы обычных людей выкупать монеты и устанавливать мастерноды, совсем мало. Не считая, конечно, того факта, что это мастернода и она приносит пассивный доход. Во-вторых, всех этих use-кейсов, на мой личный взгляд, недостаточно. И учитывая размах проекта, можно было куда глубже интегрировать в него собственную монету. И третий пункт связан с тем, что несколько дней назад я общался с SEO проекта, специально задал ему этот вопрос, и он ответил, что применение монеты они развивать сейчас не хотят, а акцент будут делать в дальнейшем лишь на развитии самой биржи и экосистемы бирок. С одной стороны, это справедливый подход, так как они стремятся развивать свой основной продукт. С другой стороны, если не заниматься активным вплетением монеты в экономику проекта, то она может просто оказаться за бортом. Окей, ребят, настало время взглянуть на саму мастерноду бирок и посмотреть, как она себя там чувствует. Текущая цена $650 или примерно 13-14 миллионов сатоши. Надо признать, что это исторический минимум для монеты бирок, как по отношению к доллару, так и по отношению к биткоину. То есть мы сейчас наблюдаем прям самые-самые низы. ROI 150% — это относительно адекватное число. Кстати говоря, о ROI, мне достаточно импонирует их схема, их стратегия понижения награды за блок. Если вы интересуетесь этими числами, то наверняка знаете, что у большинства проектов награда за блок уменьшается примерно раз в несколько месяцев. В 3, в 4, в 5 месяцев, иногда раз в полгода. У бироков система куда более равномерная. Здесь награда за блок уменьшается на 2 монеты каждые 7 дней, то есть каждую неделю. Еще один любопытный момент — это collateral, то есть то число монет, которое вам необходимо иметь для установки мастерноды. В самом начале проекта это было 10 тысяч монет, потом 15, 20, 30. Теперь текущее состояние — это 40 тысяч монет за блок, и в финале эта цифра будет составлять 50 тысяч и больше увеличиваться не будет. Порядка 60% от всех бироков на данный момент заблокированы в мастернодах, и при цене мастерноды в $650 она приносит примерно $2,5 в сутки. Наиболее ликвидные площадки, где можно купить BIR, это Hotbit, о которой мне, по правде говоря, мало что известно. Это CryptoBridge, родина для абсолютного большинства мастернодовых проектов. Обычно именно с этой биржи все начинают.
И, конечно, это Birok Exchange, это их родная площадка, которую они старательно пытаются продвигать в массы. Вот, кстати говоря, саму биржу CoinMarketCap до сих пор не индексирует, но если мы попытаемся сложить вот весь объем со всех источников, то цифра будет примерно 25-30 тысяч долларов. Именно такой объем, ежесуточный объем бира. Для мастернод это достаточно неплохо, и это означает, что монеткой можно уже полноценно торговать. Что касается обратной связи и выстраивания отношений с сообществом, то здесь у Birok все достаточно неплохо. Я оцениваю этот параметр по Discord. Здесь постоянно протекает огромное количество дискуссий, в которых непосредственно участвуют сами члены команды. Вот, я это прочувствовал на своей шкуре, когда мне нужна была дополнительная информация для вот подготовки этого самого сюжета. Я просто зашел в чат. Мне ответил SEO, в итоге мы списались в личке, я задал ему достаточно большое количество вопросов, на все из них получил подробные, аргументированные ответы и, в общем, остался максимально доволен. Кстати, они после этого даже с моего разрешения опубликовали эти ответы на мои вопросы на своем официальном медиуме. Если вы владеете английским, то можете почитать. Кстати, это один из тех немногих проектов, которые не скрывает информацию о своей команде. Здесь есть ссылки на LinkedIn. И если вас интересует этот аспект, то вы можете более подробно узнать личности разработчика. Что ж, друзья, мы обсудили самые разные стороны проекта Birok. Теперь давайте поразмышляем над вопросом, который я обозначил в самом начале сюжета. А стоит ли нам инвестировать свои средства в мастерноду BIR? Что я об этом думаю? Мне однозначно интересен этот проект, и мне нравится их бизнес-модель по экспансии, развитию и расширению своей биржевой экосистемы. Но, говоря об инвестициях, я считаю, что не стоит спешить. В разговоре с основателем Birok я попросил его обозначить главные цели проекта на 2019 год. И вот здесь он назвал мне вполне конкретные цифры. Первое – это подключить к экосистеме как минимум 30-50 бирж. Сейчас 6, если я не ошибаюсь. Далее, активы. Залистить в экосистеме как минимум 100 монет. Когда я последний раз проверял, было 20. И, наконец, увеличить суточный объем торгов. То есть они хотят добиться общего ежесуточного объема в 200-400 биткоинов. Опять же, по моим последним данным, сейчас суточный объем 15 битков. Все эти цели достаточно амбициозные, и если они их решат, если они их добьются, я думаю, что курс монеты будет совсем другим, нежели сейчас. Хотя я уже упоминал, что, на мой взгляд, все-таки в данном случае проект и монета связаны недостаточно тесно, но тем не менее. Исходя из всего этого, я выбираю сам и могу порекомендовать вам наблюдательную стратегию. Мы уже знаем их годовые цели, а значит можем от них отталкиваться. Если в течение следующих месяца или двух мы видим некую позитивную динамику, то есть они находят клиентов, они листят новые монеты, они расширяют аудиторию, они увеличивают объем торгов на бирже, то значит, что проект развивается и приобрести мастерноду будет верным решением. Если же ситуация обратная, мы видим стагнацию, мы видим пустые стаканы на бирже, мы видим отсутствие обновлений, значит дело скверное и нам нужно искать для своих инвестиций иной проект. Друзья, сегодняшний обзор подходит к концу. Если этот сюжет вдруг оказался для вас полезным, то не стесняйтесь ставить лайки и подписывайтесь на канал, если хотите увидеть новые обзоры на перспективные мастернодовые проекты. Также в комментариях ниже обязательно расскажите о том, нравится ли вам такой формат и какие другие монетки вы бы хотели увидеть в следующих сюжетах. Ну а на этом все. Удачи и скоро увидимся!